Всем привет, дорогие друзья! Сегодня в работе длинное портмоне на молнии. Для лицевой стороны использовал кожу растительного дубления толщиной 1,6-1,8 мм, а для внутренних деталей использовал кожу Алькор такой же толщины. Портмоне имеет 8 отделений для карточек, по 4 с каждой стороны, 4 отделения для купюр, паспорта, прочих бумажек и одно отделение на молнии для мелочи. Так как портмоне имеет размеры 20 см на 10,5 см, то в него легко можно положить и мобильный телефон. Выкройка данного изделия занимает 5 листочков А4 и, как всегда, находится в описании под этим видео. В настройках принтера ставьте масштаб 100% и после чего проверяйте все с помощью линейки. Я знаю, что у многих на этом этапе возникают трудности, но если же у вас все правильно, тогда можно переходить к вырезанию данных деталей. Приклеиваю выкройку кожи при помощи обычного скотча. И когда все детали приклеены, начинается увлекательный процесс пробивания отверстий под нитки. Для этого я использую пробойники с шагом 5 мм и диаметром отверстия 1 мм. Теперь беру канцелярский нож, линейку и аккуратно по линиям вырезаю нужные мне детали. Для закругления краев изделия использую деревянные шаблоны соответствующих диаметров. Хочу обратить внимание, что данные две детали буду использовать для жесткости изделия, как вставки. Для этого использую кожкартон толщиной 0,8 мм. Сшивать изделия начинаю с карманчиков. И сначала сшиваю их снизу. Нитку использую для этого круглую плетеную вощеную толщиной 0,55 мм. И чтобы в дальнейшем этот шов не мешал карточкам легко помещаться в карманчики, я предпочитаю его простучать. После чего можно переходить к сшиванию карманчиков по центральной их части. Молнию стараюсь сшивать с минимальными зазорами, поэтому делаю отступ в 9 мм с каждой стороны. При этом ширина самой молнии 30 мм, а ширина собачки 12 мм. Для приклеивания молнии использую обычный клей-момент. Наношу его между начерченной мной линией и пробитыми отверстиями. Вклеиваю молнию сначала с одной стороны, после чего прошиваю ее. И аналогичную операцию повторяю с другой стороны. Кончики ниток после завершения шва я всегда прижигаю. И теперь, чтобы внутренний карман имел завершенный вид, к нему остается пришить только боковые детали. И тут следует учитывать, что эти боковые детали пришиваются не с первого отверстия, начиная от верха карманчика, а со второго. Далее перехожу к покраске лицевой детали изделия. Использую спиртовую краску от Kenda Farben Toledo Super 33043. Красить лицевую сторону буду неравномерно. При этом в центральной части буду оставлять светлее. И такими, чтобы с виду они казались затертыми. Детали после покраски я оставляю обычно сохнуть сутки. И когда 24 часа прошло, я использую грунтовку для кожи от Kenda Farben под названием Fondo Creme. Наношу 1-2 слоя и заполировываю его при помощи шерстяной тряпки. И уже для финишной обработки использую бесцветный крем Antigua от Kenda Farben. Также наношу его несколько слоев. И при помощи щетки и шерстяной тряпки придаю завершенный вид.
Урезы на лицевой детали буду обрабатывать при помощи токанол. Наношу его тоненьким слоем на край изделия и заполировываю. Такую же операцию делаю с внутренней стороны в тех местах, которые может быть видно на готовом изделии. Чтобы красиво вклеить молнию, буду использовать шаблон-колодку для этого. Размеры ее 20 на 10 см и радиус понаружи 20. Аналогичные колодки вы легко можете найти на Авито или на OLX. Ссылку у меня на такую колодку не спрашивайте. Молнию стараюсь вклеивать постепенно, понемногу нанося клей и сразу же приклеивая молнию. Следует учитывать, что молния должна обязательно перекрывать все отверстия. Далее отрезаю лишнюю мне длину молнии и приклеиваю ее к середине изделия. И пока молния приклеивается к внутренней части, используя клей EcoSar 4155 от Kenda Farben, я приклеиваю детали, вырезанные из кожкартона, к лицевой части. Клей при этом наношу как на лицевую часть, так и на сам кожкартон, при этом даю ему подсохнуть пару минут. И теперь самое сложное в этом изделии остается совместить все детали правильно и прошить их по кругу. Я прошиваю все одним швом, но чтобы было легче, можно сделать сначала шов снизу, сшить все детали между собой, сначала с одной стороны, потом с другой, и потом сделать второй шов сбоку, сверху и сбоку, также с одной стороны и с другой. Делаю несколько возвратных стежков, завязываю нитку на узелок, прижигаю ее. Ну и на этом все. Изделие готово. Ставь лайк, если видео понравилось, ставь дизлайк, если не понравилось. Не забывайте подписываться на канал. До новых встреч. Пока-пока.